Друзья, всем привет из Тулума! Всех рада видеть. Посмотрите на мое счастливое лицо, как я рада, что я наконец-то сюда попала. Потому что в Тулум я хотела попасть уже очень давно. И когда мы были в Мексике в прошлом году, полгода, мы, к сожалению, не могли сюда выезжать, потому что здесь не работало это дурацкое приложение. Вот, я наконец-то сюда попала. Этот остров Юкатан. Я очень сильно хотела реально сюда попасть, потому что здесь жила древняя цивилизация майя. И именно сегодня я еду на экскурсию в Чеченицу, город Чеченица, на пирамиду Кукулькан. Я очень сильно хотела ее посмотреть. Это была моя цель, одна из целей на 2025 год. Я просто I'm so excited, потому что она сегодня сбудется. Итак, оцениваем мой мексиканский лук. Как вам? Тут я еще, это я покупала в Пуэрто Валярта, эти украшения, такую звездочку и сюда звездочки. Вот такая я веселая девчонка. Так, ну все, я села завтракать. Пожалуйста, не смотрите так грозно на мой завтрак. Тут, кстати, всего 2 яйца, даже не 3. Из-за того, что на экскурсиях бывает часто еда, которую я не ем, типа мясо, поэтому я решила позавтракать так плотненько. А здесь у меня кофе с молоком и ошметками коллагена. Как вам, кстати, мой новый ремешок от Apple? Они вот выпустили такие ремешки, прям сплошные, как резинку одеваешь его и все. Хотела розовый, но был такой цвет. Так, меня уже забрали, привезли, значит, на их точку, откуда нас всех сейчас соберут, и мы поедем смотреть пирамиду с вами. И купаться в сенотах. Здесь такой небольшой магазинчик, где можно купить воды, шляпы всякие, всякую ерунду. Это тебе не Америка, тут все разрешают все снимать. No Chichen-Itza. No chicken pizza. Chichen-Itza. Вы не представляете, как меня укачало в автобусе. Я просто с такой головной болью. Это просто ужас. Не знаю, почему у меня есть такая фигня. Если я не за рулем и я не вижу дорогу, меня сразу начинает укачивать. Напишите, у кого еще так же. Мне так плохо. Слава богу, у меня с собой была таблетка от головы. Вот я выпила ибупрофен, но мне помогло, наверное, на 50%. Не знаю, может выпить вторую. Идем мы к пирамиде. Так все и не дойдем. Уже сколько часов все едем, то идем. Я уже, если честно, устала. Вот наш гид. Пришлось мне, нацепить вот такой вот платок. У меня с собой был, потому что здесь намного жарче. Здесь примерно 30 градусов. И я знаю, как сильно напекает голову. Потом меня еще больше размажет. Меня и так-то размазало. Вон, я вижу уже пирамиду. Actually, the word it, I-T-Z, it means wise. Language was Maya. Until I went to school, I started to learn Spanish, and thank you now I can speak Spanish. Он рассказывает о том, что в Мексике есть 2 имени. Есть, точнее, не 2 имени, а 2 фамилии, по-моему, им дается по матери и по отцу. В общем, он показал нам, что у него есть еще имя Майя. Tuxianu. Тушиану. Yes, and there, it's Sauba. Сауба. Chichenu, Tuxianu, it's Sauba. Last chance. Ура, наконец-то я добралась до этой пирамиды. Так, пока он там болтает, я сейчас вам покажу эту шикарно сохранившуюся пирамиду, которая называется пирамида Кукулькана. Он рассказывает, что в нашем григорианском календаре 365 дней, ну все об этом знают, и вот ступеней их тоже 365, представляете? Ну вот, я вам покажу с самой, наверное, красивой стороны эту пирамиду. Прикол в том, что майя строили ее очень-очень-очень много лет назад, и тогда еще не было совершенно никаких технологий, и до сих пор непонятно, как они эту конструкцию могли построить. Плюс еще она построена очень-очень точно. У нее каждая сторона смотрит, одна на север, другая на юг, третья на восток и так далее. Вот, ну вы поняли. Can you see that? So, my friends, all the platform shadows are forming a body. Это он нам показывал, когда день весеннего, как он называется, солнцестояния. В общем, 2 раза в год солнце садится таким образом, что тень, которая от лесенок идет, она идет как будто бы змей, сползает вниз по этой пирамиде. Это удивительное зрелище, которое собирает толпы туристов именно вот эти 2 дня в году, когда это происходит. Вот как можно было так построить эту пирамиду, неизвестно, чтобы вот именно 2 раза в году вот так падал свет, чтобы мы видели вот такое вот зрелище. Прикол в том, что именно почему говорят вот это змей, потому что бог Кукулькан, это как раз-таки был вот именно змеем.
Поэтому это очень удивительно, что это как бы не просто совпадение, да, что они так ее построили и так свет падает, а они действительно это построили с каким-то замыслом и назвали это именно так. Это что внутри пирамиды находится. Там внутри Синод находится, под пирамидой. Check it out. It is believed that only the ones who looks like this guy could enter here and passed. Could enter. У майя были очень странные понятия о красоте. Они подвешивали маленьким девочкам вот здесь вот шарик за голову как-то сзади, и чтобы у них было косоглазие. И там вот на картинках было видно. И, собственно, с зубами вы тоже могли увидеть, что они делали, вытворяли. В общем, вот такие у них интересные были секреты красоты. Наверное, через там 1000 лет, возможно, нас тоже будут разбирать и говорить: «О май гад, какие они делали себе, девочки, огромные губы». И тоже это, наверное, будет странно выглядеть, как для нас сейчас культура майя. Follow me, please. 1, 2, 3. 1, 2. Very good. And keep clapping like that. And listen up there. One more time. 1, 2, 3. Was a physical representation of Kukulkan God. My friends, look at the picture. It's a flying fly. Это священная птица у майя, называется кецаль. Именно вот этот звук птица издает, вот очень сильно похоже, как они хлопали в ладоши. Это именно тот звук, который издает эта птица. Я читала про нее, она очень красивая птица, но я читала, что она здесь больше не водится, а она в большей степени водится в Гватемале и на Белис. Ну, это совсем здесь рядом, но здесь вот, чтобы ее увидеть, это прям нужно, чтобы тебе очень сильно повезло. Это место, я знаю, что такое даже без гида. Уже догадаться можно по вот этим колечкам. Сейчас приближу. Вот эти колечки. И это такое огромное поле, чтобы они играли а-ля типа в мяч. Как, я не знаю, можно ли назвать это каким-то нашим видом спорта? Наверное, нет. Потому что колечко находится очень и очень высоко. И, насколько я помню, они должны были забить типа что-то мячей, а-ля там сделанные из непонятно чьей кожи. Насколько я помню, нужно было бедром забить. Я посмотрю еще, конечно, информацию в интернете, но, по-моему, было что-то, вот какие-то такие жесткие были правила. And various weights from 1 pound to almost 7 pounds weight. Так, значит, небольшая поправочка от гида. Я, так как записывала видео, половину я прослушала. В общем, здесь проводился, да, какая-то типа а-ля игра. Эта игра была как часть церемонии, то есть одна часть из большой какой-то церемонии с жертвоприношениями, игрищами. Через эти маленькие дырочки нужно было забить мяч. И закинуть нужно было действительно либо плечами, либо бедром, либо, как это называется, голень, либо голенью. В общем, всей частью вот этой вот тела. То есть нельзя было использовать именно ни ноги, ни руки. Это очень интересно. Этот мяч весил, он сказал, 7 фунтов. Это получается у нас 3,5 килограмма. То есть достаточно он был тяжелый, и нужно было вот его постоянно как-то вот отбивать, вот так вот извиваться. Ложа была для приглашенных зрителей каких-то, если кто-то приезжал. А вот там вдалеке, но она уже, к сожалению, разрушена, это была ложа для правителя, который правил именно Чеченицей. Если вы не знали, что Чеченица это была как столица. И сейчас наш гид продемонстрирует вам, как общались люди, которые сидели здесь, то есть между вот этой ложей и вот той. Огромное расстояние, естественно, пешком никто не ходил. А нужно было очень быстро как бы коммуницировать. Как они это делали, он сейчас покажет. Wow. I'm gonna try twice. Pay attention over there. Там все слышно. Did you hear that? Yeah. 3, 2, 1. Hola! It's good. Very good. Let's try again. Louder and listen that there is not a noise. It's exactly our voice repetition because you can hear your own voice among all that sounds there. Here we go again. Louder, please. 3, 2, 1. Hola! Very good. Ladies and gentlemen, this was the main priest temple on past the main priest. Ребятки, можете меня поздравить, наконец-то я отошла от укачивания, моя голова прошла после прекрасного рассказа гида про систему майя, про пирамиду и так далее. Вот, в общем, не знаю, что я вам там, конечно, в первой части наболтала, я уже не помню. В общем, я очень рада, что я здесь оказалась. Очень красивая пирамида, она реально круто сохранилась. Жалко, к сожалению, что нельзя подняться наверх. Наверное, на эту пирамиду никогда нельзя было подняться. Но вот на пирамидах в Мехико-Сити, которые рядом находятся, там раньше было можно подняться. Я вам прикреплю фотографию, где 10 лет назад сижу на пирамиде. Так вот, короче,
Я в восторге. Я в восторге, мне все нравится. Я очень люблю майя. Это моя любовь еще, наверное, с детства. Поэтому я просто вообще в экстазе, что я закрыла наконец-то этот гельштальт, эту галочку поставила. И вот я вижу эту пирамиду Чечен Ицы. Рассказываю, для чего нужна была построена эта пирамида. Для жертвоприношений и своих ритуальных обрядов, то есть своего рода это был такой храм майя. Они поднимались наверх, приносили в жертву кого-то. Самая была крутая вообще для них жертва — это человек. И на самом деле для них это не было, как сейчас для нас, смерть. То есть для них это было супер-супер почетно именно быть вот жертвой, чтобы тебя принесли как бы в жертву для какого-то важного дела. Например, чтобы дождь там пошел. К этому люди готовились очень-очень много времени, и для них это было реально почетное занятие, вот принести себя в жертву. Ребятки, короче, здравствуйте, я Василина, неудачник этого года. Я пропустила Синоты и сейчас пропускаю город, испанский старый колониальный город. Но на самом деле по поводу города я не сильно расстроилась, потому что мы были в городе Серебра Таска, и там было плюс-минус то же самое. Вот, поэтому не особо я расстроилась. А вот Синоты были очень красивые. Я 100% еще туда попаду. Не именно в этот Синод, а их очень много на территории Тулума. Поэтому я думаю, что это не последняя моя поездка к Синотам. Сейчас с гидом сходили до аптеки. Я купила все таблетки, которые мне предложила фармацевт. Вот, вроде бы мне становится получше, но я сижу под кондиционером, и как бы мы стоим, никуда не едем. Я боюсь, что мы сейчас поедем, и меня опять укачают. Боже. Я не знаю, что я сделала. Короче, майя, в общем, решили мне сделать такую мощную очистку моего организма. Вот так вот. По пути к Синотам мне стало еще хуже. Чувство было, что я помру прям там, на земле майя. Видимо, я получила тепловой удар, и плюс меня очень сильно укачало в автобусе. Я считаю, что я прошла обряд очищения от майя, потому что после этого у меня даже посветлели глаза. Реально, как будто очистка была. В Синотах я, естественно, не купалась, еле как спустилась вниз, чтобы сделать для вас кадры. Синоты — это огромные колодцы с подземными водами. Находятся они по всему острову Юкатан. Выглядит все это потрясающе, как будто что-то нереальное. Я обязательно съезжу в Тулум еще раз, чтобы снять уже хорошее большое видео. Мне в Тулуме очень понравилось, я считаю, что это новое Бали по-мексикански. Если вам было интересно это видео, поставьте лайк и напишите комментарий.